Привет, друзья! С вами, как всегда, Яна, и вы на канале Na'Vi Junior. В последнее время в интернетах уж очень много инсайдов о нашей команде, в частности, об изменениях в Na'Vi Junior. Поэтому сегодня я решила пообщаться с Женей Золотаревым, с Лешей Хаусом и тренером нашей команды Амираном и узнать, как же дела у нашей пятерки и что ждет их впереди. Но перед этим давайте вспомним, с чего все начиналось. Привет, я Блейд, и я расскажу тебе, как попасть в Na'Vi. Когда проект Na'Vi Junior создавался, у него было несколько каких-то основных задач, да, которые стоял перед ним. Это взрастить игроков, которых впоследствии можно будет перевести в основной состав и тем самым сэкономив деньги клубу на каких-либо трансферах. Понимание пришло, когда мы покупали игроков за космические деньги. То есть это сотни тысяч долларов, и это как раз, наверное, единственная дисциплина, где трансферы могли достигать таких цифр, и поэтому мы решили сразу убить нескольких зайцев, воспитывать собственную молодежь, таким образом экономить на трансферах, воспитывать этих игроков более лояльными к клубу, к организации, вкладывать какие-то базовые правильные ценности, не в последнюю очередь и игровые моменты, да, потому что переучивать гораздо сложнее, чем учить, собственно, не с нуля, но практически с нуля. Так как мы лидер рынка СНГ, нам мега важно, чтобы сама экосистема в СНГ, игроки, их количество развивалось, потому что тогда получается больше у нас вариантов, больше возможностей, да, присмотреться за разными игроками, и, возможно, мы просто какому-то банально таланту, у него нет возможности где-то развить себя в этих условиях. Поэтому мы хотели создать эту платформу для развития этих молодых талантов. Мы все-таки хотели поучаствовать как клуб в развитии и в становлении игроков. Мы хотели потестировать все, что сложно тестируется с основными составами в любых дисциплинах. Мы хотели посмотреть, как парни, по сути, просто с фейса-то, да, смогут себя проявлять как в игровой части, так и вне игры. Нам было интересно, действительно, будет ли от них отклик выше, нежели от уже про-игроков, которые не всегда открыты к тому, чтобы пробовать что-то новое. Главная задача этого кемпа была научить ребят правильному КСу, как смотреть на профессиональный Counter-Strike со стороны, обучить их психологии и, конечно, как все правильно делается. Питание, сон, спорт, игра и так далее. Трудностей было много, это все для всех было впервые. Конечно, сложнее всего было ребятам, которые непосредственно в проекте работали. Блейд, Амиран, менеджер состава, представители маркетинга, медиа, которые туда постоянно ездили. Наверное, главная трудность была это перестроиться самому. Подъем в 7 утра, зарядка, йоги и так далее. Я сам любитель поспать и поесть. И тяжело было перестроиться на правильный образ жизни, правильное питание, занятия спортом, но вариантов у меня особо не было, потому что я для них пример. Если я чего-то не делаю, они в это не будут верить, поэтому пришлось подстраиваться тоже. В итоге я, конечно, очень доволен тем, как прошел Na'Vi Sports Camp, потому что по его итогам мы мало того, что получили второй состав, мы классно поработали со многими локальными партнерами. И то, что нам удалось этот проект масштабировать в полноценную академию. То есть фактически у нас сейчас есть как Na'Vi Junior, так мы уже запустили третий состав, да, то есть еще одну возрастную группу. Поэтому, однозначно очень успешный проект. Надежды у нас были большие, но я не знал, к чему это приведет. То есть по некоторым ребятам видно было, что они серьезно, а кто-то был не очень серьезный. Надо было их как-то в одно русло всех направить, чтобы с них потом получились нормальные игроки, и не только игроки, в первую очередь личности. В принципе, я думаю, с этим мы справились. Конечно, были где-то ошибки, возможно, с нашей стороны, но и были классные открытия, то, с чем можно работать. И учитывая, что это вообще был первый кемп такого формата, я думаю, он прошел отлично.
Ну, буду честен, да, командных целей особо мы не ставили. Это проект больше про индивидуальности, про людей, которых мы готовим для основного состава. Не могу сказать, что были конкретные цели, там, выиграть столько-то турниров или зайти в топ ХЛТВ. Тем не менее, они зашли в топ-50 ХЛТВ, чему мы были рады. Конечно, если бы мы работали исключительно на игровой результат команды, наверное, они бы все время играли одной пятеркой, мы бы ничего не меняли и старались их вывести на какие-то там дримхаки, но с точки зрения организации среднесрочной перспективы в этом нету смысла для нас. И главная задача была воспитать вот это поколение новых молодых игроков, которые будут не такими, как предыдущие, которые будут правильно питаться, нормально спать, нормально играть и так далее. И их задача основная была это следовать как бы указаниям летнего компа и, конечно, много-много работать, учиться, играть в Counter-Strike. Понятно, что не все ребята могут перейти в основу, просто потому что количество слотов, оно ограничено абсолютно точно. Мы просто обрисовывали перспективу и говорили, что здесь у тебя есть возможность через 2 года, если ты себя проявишь, играть в Нави, и что это лучше, чем сейчас играть в условных тир-2 коллективах. Вот. Очень тяжело было в начале, потому что, как я уже сказал, мы базу разбирали, надо было переходить в более профессиональный Counter-Strike. Я как бы, не знаю, придумал или решил по этой системе работать так, чтобы провести их через все тиры к самому высокому. И, допустим, некоторая игра, которую мы вначале ставили, она не работала на том уровне, на котором мы играли. Но постепенно, когда мы прошли вот это все дно, скажем так, ребята уже поняли, где надо играть, и думаю, в топ-30, если они в будущем попадут, у них не будет особо проблем там. Разрыв в уровне между нашими ребятами и такими тир-2, тир-3 коллективами был существенен, они очень много ошибались, промахивались там, не знаю, гранаты не туда бросали, забывали все, но мы понимали, что это необходим опыт. Вот. Когда они уже этот опыт получили, и, скажем, игры уже там конца 2020 года, это абсолютно крепкий был тир-2 коллектив с несколькими очень сильными картами. Изменились ребята, конечно, за этот год очень сильно, как и личностно, как и игроки. Я вот буквально недавно смотрел наши первые игры. Это, конечно, шоу-мем. Один мем, мы бегаем по карте, что пытаемся сделать, и сравнить с тем, что есть сейчас, это, конечно, земля и небо. Они большие молодцы, научились всему, метам, раскидкам, пониманию игры, то есть всему, что они не умели, и я очень рад, что так у нас получилось. Конечно же, на eSports Camp, который там был 1,5 года назад, там мы отобрали лучших игроков на то время, сформировали с них команду, начали с ними работать. Но в какой-то момент стало понятно, что появляются новые, очень перспективные, очень классные игроки. Естественно, Амиран начал трубить тревогу, что можем упустить таких игроков. Мы начали с ними общаться, начали их тестировать. И оказалось, что действительно эти ребята очень потенциально крутые. Мы решили, что необходимо их подписывать. Илья — хорошее приобретение, он достаточно уже медийный, Навик его прокачали, мы его качаем в Counter-Strike. Он очень, в первую очередь, добрый и отзывчивый парень, который очень классно анализирует игру, и он тоже зеленый, но вот за 1,5 почти года в джуниорах я вижу, как он поменялся полностью. И вот моя задача главная с ним не только помочь ему в Counter-Strike, а вести его, чтобы он оставался классным парнем. Мы сначала просто точечно принимали решение, окей, да, там стоит взять, стоит попробовать. Потом, когда мы поняли, что этих ребят много, мы решили, собственно, подходить более глобально к процессу вообще селекции и создать еще одну возрастную группу. И вот таким вот образом это все переросло не в лавку запасных для джунов, а по сути в третий состав, в юз, в самых молодых, с которыми уже проводилась работа, но, естественно, она была не настолько плотной, как с джунами, просто банально даже из-за какой-то нехватки ресурсов.
тренерских в том числе. Но впоследствии также Амиран начал больше работать с Фиром, Фир начал больше вовлекаться, больше уделять внимание самым молодым, и это все пришло к тому, что теперь у нас, грубо говоря, там третья команда есть тоже, с которой тоже проводится постоянно какая-то работа. Мы после подписания Ильи и Дании, в принципе, остановились на подписаниях. Но Родион там приходил, есть классные ребята, посмотри. И он мне просто периодически скидывал игроков, кто нравился. Вот Дания и Погорелов, мы их подписали. В принципе, это тоже хорошее приобретение. Они тоже очень молодые, им надо много-много работать, но я думаю, что с них получится бомба. Когда начался карантин и весь соревновательный КС перенесся в онлайн-сферу, да, у нас поменялся подготовительный процесс. Стало сложно игрокам поддерживать мотивацию круглый год на всех онлайн-матчах, потому что до этого они привыкли играть при фанатах, они привыкли играть, когда много зрителей на стадионе. Это создает какую-то дополнительную атмосферу, это позволяет им как-то больше фокусироваться конкретно на турнирные матчи и на сами турниры. В какой-то момент мы также увидели, что другие команды, другие клубы в мире, они пытаются использовать систему с 6 игроками. Вроде как все работает и вроде как не хочется менять, но с другой стороны мы все равно понимали, что это необходимо делать. И вот в какой-то момент, когда мы увидели, что это очень классно все-таки работает у Vitality, когда мы просто сами лично им проиграли финал там, со счета 0-2 в Best of 5 серии, когда мы поняли, что вот этот 6-й игрок, он как раз-таки привносит какие-то дополнительные силы, приносит какую-то дополнительную мотивацию. Мы прекрасно понимали, что вообще 6-й игрок, он приносит дополнительную какую-то конкуренцию. У нас не осталось, не знаю, вариантов сказать нет. И мы все-таки решили, что пора внедрять. Плюс это абсолютно понятная история, ради которой вообще делался второй состав, да, и третий, и вообще зачем это все развивается. Это чтобы в итоге какой-то из игроков, либо несколько игроков, они перешли в основной состав. Ну, Валера красава, он себя показывал лучше всех в течение года, как бы он прям не был самым лучшим все время, были ребята лучше, но за 1,5 года он вырос в очень крутого игрока. У нас была идея еще, может, раньше его перевести, но я не сильно был за, потому что, скажем так, если бы он перешел раньше, у него бы не получилось, это могла быть испорченная карьера, которая повлияла бы на него не только как на игрока, но и психологически. Плюс это повлияло бы на игроков основного состава, и поэтому очень важно было подвести игрока именно в тот момент, когда он будет готов. За ним, конечно, наблюдал Андрей, мы с ним постоянно общаемся, я ему даю фидбэки по игрокам, там, по позициям и так далее, и мы пришли к выводу, что Валера, в принципе, готов, мы готовы его задействовать, и тут уже как бы было решение Андрея, рисковать или нет. Вот ключевой такой индикатор — это действительно, когда наш воспитанник сыграл, не просто сыграл там несколько матчей за основу, а очень достойно, да, сыграл, особенно вот уже последние матчи, можно сказать, что он на 100% влился и свою роль на своей карте исполняет отлично. И да, это то, что нас очень радует, и то, что мы воспринимаем как главный результат этого проекта. Впереди очень интересный год у нас. У нас начинается реформация потихоньку. Скоро начнем играть в новые лиги. К сожалению, там есть возрастные ограничения, и из-за этого мы будем с кем-то прощаться, а кого-то, наоборот, переводить в основной состав джуниоров. Однозначно все перейти в первый состав не могут. Однозначно все юсы не попадут в джуниор. Однозначно мы будем прощаться периодически с академистами. Это абсолютно нормально, и это все понимают, и они в том числе с первого дня. Те, кто будет выставлен на трансфер, будет продаваться, наша задача больше помочь им найти то место, которое им поможет дальше развиваться. Потому что абсолютно не значит, что если человек не смог перейти в Na'Vi основной состав, это не значит, что он не квалифицирован или что он не сильный игрок. Возможно, на его позиции в основе играет гораздо более сильный или опытный на текущий момент игрок. И поэтому ему может быть нужен какой-то еще период, этап, где он наберется опыта и абсолютно точно сможет
таким игроком, достойным основы Нави и вне Нави стать. Спустя 1,5 года могу сказать, что очень рад, что мы все-таки решились на запуск этого проекта вместо постоянной покупки игроков. Мы сейчас имеем огромный кадровый резерв на несколько лет вперед. У нас есть ребята в ЮС, которые через год-два однозначно будут претендовать на основу. Мы эту дорожку для игроков мы еще более сделаем понятно, еще более прозрачно, и теперь мы круглый год будем принимать заявки всех молодых игроков, ну как всех, тех, кто действительно очень хорош и может этим похвастаться. Будем принимать целый год их заявки. У нас на специальном сайте мы сделаем прям отдельный сайт. Мы четко опишем, что необходимо сделать игроку для того, чтобы попасть на тест в Na'Vi Youth или в Na'Vi Junior, возможно. Таких будет единицы. Это действительно так. То есть я не буду говорить, что тут может каждый попасть, там, грубо говоря. Но игрок, который талант, который очень много времени этому уделяет, который хочет развиваться, у него будет такая возможность, она будет четкая, понятной, и он сможет ее реализовать. Дальше уже только дело за ним. У нас есть некая лестница, которую мы создали, то есть многоуровневая и понятная для тех игроков, которые хотят попасть в Na'Vi. Мы также видим, что действительно мы прорабатываем большое количество различных молодых игроков, давая им правильные какие-то знания, ускоряя их развитие. Мы видим, что эта история вся, она интересна аудитории, растет медийность, поэтому конкретно этим проектом мы очень довольны, мы его будем дальше развивать. Самое важное, что Na'Vi, наверное, единственная организация, в которой играют свои воспитанники. Это очень важно. И мы будем работать в этом направлении в будущем.